Анализировали такие вещи, как эпилептические припадки, инсульты, гипертонические кризы. Какую аудиторию вы брали? Мы брали аудиторию мегаполис, Москва. Выборка как делалась? 9 миллионов человек. Это все данные по вызовам станции скорой медицинской помощи 33 района Москвы. Без каких-либо изъятий. В те дни и часы, когда состоялись выступления Чумака по телевизионным аудиториям, происходило заметное снижение общего количества вызовов станции скорой помощи. Это самый главный результат. Мы проводим эксперименты. Где вы это проводите? В частности, мы проводим в Институте гигиены исследования воды и свойств воды. И там получены совершенно очевидные результаты. Меняется электропроводность, теплопроводность. Мы проводим эксперименты в Тимирязевской. Они научно зафиксированы? Ну, конечно. Есть официальные бумаги? Есть официальные отчеты, подписанные руководителем лаборатории, академиком Рахманиным. Есть вот такой фолиант первого этапа исследований. Есть первый этап исследований в Тимирязевской академии, где уж трудно, допустим, внушить семени кукурузы, чтобы она росла быстрее. Растет быстрее. Насколько быстрее? На 18,7% ростковая верхушечная часть ускоряется рост, и на 6,5% ускоряется рост корневой системы. То, что растение реагирует положительно на эту воду, обработанную Иоанном Владимировичем, это факт. Например, гриб фузариум, скажем, он заплодоносил на воде, то есть это на среде, которая обработана Иоанном Владимировичем, а необработанная контрольная среда, он только приступает к этой фазе развития. А грибы, понимаете, другого типа, скажем, пенициллиум, у него колония образовалась почти в 2 раза больше, чем на контрольной. Вот меня убеждает реальная вещь. Все, этому я верю. Мне абсолютно, простите, наплевать на выздоровление, болезнь. Наверное, там все это помогает или не помогает. Меня лично очень заинтересовало влияние на неживую природу, где внушение никакой роли не играет. Что вы имеете в виду? Я имею в виду изменение электроводности воды, например. Есть отчет, минуточку. И вот такие вещи меня интересуют. И воздействие на растения, которые тоже не подвергаются внушению. Я не имею оснований не верить ученым, которые это сделают, потому что серьезные коллективы. С интересом слушаю наших психотерапевтов, врачей и так далее, и хочу, чтобы они мне ответили, что можно внушить вольтметру и редиске. Так, это вы мне? Ага, слава богу. Хорошо. Одну секунду. Задам встречный вопрос. Почему вы разделяете влияние на человека и влияние на редиску? Ведь Иоанн Владимирович излучает один вид энергии. Если он влияет на редиску, то, видимо, это та же энергия, которая влияет на человека. Почему вы это абсолютно исключаете и не хотите подвергать анализу? Одну секундочку, так. Так. Это, собственно говоря, повторяется мой тезис. Я и говорю, что дело не во внушении или не только во внушении. Если можно подействовать на вольтметр и редиску, то тут, простите, психотерапия и психодействие никакой роли не играет. В 1989 году, когда были мои сеансы, я уж не помню, кто был автором статьи, в том числе Борис Иванович, по-моему, Владимир Иванович Лебедев, и там целая когорта выступила против, я сказал, вы найдите мне один достоверно доказанный случай отрицательного воздействия. Один. Не надо здесь разговоров. Много. Вот там один достоверно доказанный случай. Вот тогда мы поговорим.